Дипроспан – противоаллергическое, противовоспалительное средство. Показания. Ревматоидный артрит, несуставной ревматизм, синовит, эпикондилит, тендосиновит, миозит, фиброзит, остеоартрит, травматический артрит, остеохондроз, острый подагрический артрит, люмбага, бронхиальная астма, аллергические острые и хронические риниты, псориаз, келоидные рубцы, гнездная аллопеция, контактный атопический дерматит, неспецифический язвенный колит. Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, остеопороз, болезнь Ценка-Кушинга, сахарный диабет, тромбофлебит, вирусные, грибковые, бактериальные инфекции, активная форма туберкулеза, глаукома, психоз, дивертикулит, состояние после недавно перенесенной операции по наложению кишечного анастомоза, период вакцинации, повышенная чувствительность к препарату. Применение при беременности и кормлении грудью. При беременности дипроспан не применяют. При необходимости применения дипроспана в период лактации грудное вскармливание следует прекратить. Способ применения и дозы. Дипроспан применяется для внутримышечного, внутрисуставного, околосуставного, интрабусального, внутрикожного, внутритканевого и внутриочагового введения. Препарат не предназначен для внутривенного и подкожного введения. Инъекции препарата дипроспан следует проводить при строгом соблюдении правил асептики. Режим дозирования и способ введения устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, тяжести заболевания и реакции пациента. При системном применении начальная доза препарата дипроспан в большинстве случаев составляет 1-2 мл. Введение повторяет по мере необходимости, в зависимости от состояния пациента. Внутримышечное введение. Дипроспан следует вводить глубоко внутримышечно, выбирая при этом крупные мышцы и избегая попадания в другие ткани для предотвращения атрофии тканей. При тяжелых состояниях, требующих неотложной терапии, начальная доза составляет 2 мл. При различных дерматологических заболеваниях, как правило, достаточно введения 1 мл суспензии дипроспана. При заболеваниях дыхательной системы начало действия препарата наступает в течение нескольких часов после внутримышечной инъекции суспензии. При бронхиальной астме, сенной лихорадке, аллергическом бронхите и аллергическом рините существенное улучшение состояния достигается после введения 1-2 мл дипроспана. При острых и хронических бурситах начальная доза для внутримышечного введения составляет 1-2 мл суспензии. При необходимости проводят несколько повторных инъекций. Если удовлетворительный клинический ответ не наступает через определенный промежуток времени, дипроспан следует отменить и назначить другую терапию. Особые указания. Введение препарата в мягкие ткани, в очаг поражения и внутрь сустава может при выраженном местном действии одновременно привести к системному действию. Учитывая вероятность развития анафилактоидных реакций, следует принять необходимые меры предосторожности перед введением препарата, особенно при наличии указаний в анамнезе на аллергические реакции к лекарственным средствам. Дипроспан содержит 2 активных вещества. Соединение бета-метазона, одно из которых, бета-метазона натрия фосфат, является быстрорастворимой фракцией и поэтому быстро проникает в системный кровоток. Следует учитывать возможное системное действие препарата. На фоне применения препарата дипроспан возможны нарушения психики, особенно у пациентов с эмоциональной нестабильностью или склонностью к психозам. При назначении дипроспана больным сахарным диабетом может потребоваться коррекция гипогликемической терапии. Побочные действия. Со стороны центральной нервной системы. Нарушение сна, возбуждение, депрессия, тревожный синдром, полифагия, неврозы. Со стороны обмена веществ. Увеличение массы тела, остеопороз, задержка роста у детей. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить недоступным для детей, в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов. Не замораживать. Срок годности 2 года.